Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я приветствую всех вас на 8-м международном форуме «Российская энергетическая неделя». Вы здесь уже между собой общаетесь и имеете возможность узнать позиции друг друга. Вряд ли что-нибудь особо я скажу вам из того, чего вы не знаете, но тем не менее позволю себе свою позицию определить по некоторым ключевым вопросам. Мы, безусловно, рады вновь принимать в Москве руководителей ведущих мировых компаний, специалистов, отраслевых экспертов для предметного, содержательного диалога по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Такой диалог особенно важен в условиях интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка. А именно такой этап проходит сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и даже целые государства. В ходе своего выступления затрону некоторые основные тенденции современной энергетики. И, конечно, представлю наш взгляд на вызовы, которые стоят перед глобальным и российским ТЭКом. Первым таким вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер. Просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление, вот и все. Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит. Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического производственного потенциала. Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом. Вот по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года на 1,2% остается ниже значений 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства в так называемом локомотиве европейской экономики. В Германии в июле текущего года снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года. Но сейчас, конечно, речь не о проблемах европейцев, а в целом о мировом энергетическом рынке, где, как уже сказал, идет объективное переформатирование цепочек поставок. Переключение логистики энергоресурсов в сторону глобального юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей. А эти потребности, безусловно, растут. Растет мировая экономика год от года, несмотря ни на какие проблемы. Темп меняется, но он позитивный все равно. И потребности растут. Так, по оценке мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки. То есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году. Основные факторы роста потребления – это активное развитие нефтехимии, динамика которой выше темпов мирового ВВП, а также транспортный сектор, где многие планы по отказу от двигателей, прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, вправо. Но пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться. Россия, а потом, электродвигатели появляются. Да, правда. Но электричество надо откуда-то взять. Она же не из розетки
это электричество появляется. Его же надо произвести из чего-то. Из топочного мазута, из угля там, и так далее. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году, но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение. Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее. Наши компании не только надежно снабжают внутренний рынок, развивают переработку нефти, но с учетом непростой ситуации на внешнем контуре проявляют гибкость, смогли выстроить новые каналы поставок и платежей. Если раньше наш экспорт нефти и нефтепродуктов был замкнут в основном на одного потребителя, на потребителя Евросоюза, то сейчас география гораздо шире. Как уже сказал, Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+. На основе взаимных интересов мы с партнерами выполняем обязательства для балансировки мирового рынка нефти. Я хочу обратить внимание, что это делается не только для производителей, но и для потребителей. Результат совместных усилий есть. Прежде всего, имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру. Эти параметры устраивают как производителей, так и потребителей нефти, позволяют отрасли запускать инвестиционные проекты, а главное, обеспечивают условия для более предсказуемого развития всей глобальной экономики. И вот предсказуемость на нефтяном рынке – это, наверное, вообще самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики. Что касается мирового газового рынка, то здесь цепочки поставок тоже меняются, и причины также объективны. Устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, тогда как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года. Но почему спрос на первичный энергоноситель ниже? Да потому что промышленное производство снижается. Не нужно столько. Вот и все. То есть, казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных северных потоков отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа. И надо признать, что действительно наш газовый экспорт поначалу действительно сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный. Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей. Государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов. Наши газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками, как и надежными поставками, и, как всегда, это мы делали на всех направлениях раньше. Вместе с партнерами мы работаем над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли. Причем речь не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ. В то же время мы наращиваем внутреннее потребление, что чрезвычайно важно, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России. Увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков. Для этого только за последние 5 лет проложено около 100 тысяч километров сетей газораспределения. В результате уровень газификации в России приближается к 75%. И, безусловно, будет расти дальше. Вот, если быть более точным, 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1% пункта. Продолжается программа социальной газификации. За 4 года почти 1 миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу. Ожидаем, что в перспективе их количество вырастет еще на 2 миллиона. Вот подведены газопроводы к 1 миллиону 393 тысячам участков.
и выполнено уже 988, почти 989 тысяч подключений. При этом, на что хотел бы обратить внимание, Россия обладает уникальными запасами газа. Мы сохраняем его добычу на высоком уровне, однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов. В начале года поручил правительству подготовить на этот счет специальную программу в центре нашей газовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. И прошу коллег провести эту работу в намеченные сроки, приступить к реализации программы. Теперь несколько слов, позвольте, по угольному сектору. Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. При этом наблюдаются четкие региональные различия. Если западные рынки снижают спрос на уголь, то азиатские страны наращивают его потребление. Понятно, что вопрос прежде всего в экономической эффективности угольной генерации. Но с учетом смещения глобальной деловой активности в АТР, можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед. Да, как и любой рынок, он цикличен, и сейчас производители угля столкнулись со снижением цен. В этих условиях мы поддерживаем наши компании, трудовые коллективы, в том числе реструктурируем кредиты. Я прошу правительства и дальше держать ситуацию на контроле, вместе с бизнесом настраивать инструменты поддержки. Но и угольная отрасль, в свою очередь, также должна повышать собственную эффективность, конкурентоспособность. Уважаемые коллеги, вторая важнейшая глобальная тенденция заключается в повышении роли электроэнергетики. По оценкам, в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится. Причем около 85% дополнительного спроса будет формироваться за пределами так называемых развитых экономик в странах глобального юга. Российская энергосистема – одна из крупнейших в мире. Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт. И этот огромный комплекс работает стабильно и четко. Вместе с тем у нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии. Прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты. Нужно покрывать этот дефицит за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭКи. И, конечно, жду от правительства России предложения на этот счет, которые мы обсудим на отдельном совещании в ближайшее время. Здесь же напомню о поручениях по развитию розничного рынка электроэнергии. Его условия, динамика тарифов должны отвечать интересам и генерирующих компаний, и потребителей, предприятий, организаций, граждан. Прошу правительства России в самые короткие сроки завершить подготовку концепции развития конкурентных розничных рынков электроэнергии и мощности. Повторю, там, где есть доступная энергия, там будут появляться и современные производства, будут развиваться отрасли новой экономики, туда будут притекать капиталы, технологии, квалифицированные кадры. Но это, собственно говоря, всем понятно. В сентябре на совещании во Владивостоке мы говорили о составлении топливно-энергетического баланса на Дальневосточном для Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Этот системный документ учитывает для каждого региона оптимальные источники энергии – уголь, газ, мазут, водные ресурсы, задает долгосрочные объемы предложения энергоресурсов на Дальнем Востоке. Прошу правительства России определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить такие балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов. Такая система, повторю, должна учитывать
использования разных видов топливно-энергетических ресурсов, которые наиболее эффективны для каждого региона нашей страны. Далее, уже отмечал, российский энергобаланс один из самых зеленых в мире. Здесь наверняка тоже коллеги российские об этом говорили. То есть подавляющая доля электроэнергии в России, а именно 87%, вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом. Имея в виду газовую, атомную генерацию, возобновляемые источники энергии и гидроэнергетику. Наши компании реализуют проекты зеленой, долговечной генерации не только в России, но и за рубежом. Так, при участии отечественных ученых, инженеров, управленцев реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах мира. Росгидро, это наша ведущая компания в этой сфере, строит гидроэлектростанции и водную инфраструктуру, соблюдая нормы безопасности для окружающей среды и проводя бережное, рачительное водопользование. Солидным опытом располагает и другой наш высокотехнологичный лидер – Росатом. Он занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных электростанций. Около 90%. По всему миру построено 110 энергоблоков отечественного российского дизайна. Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей. Формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целого государства. На такой основе сооружаем АЭС в Египте, Бангладеш, Турции и намерены углублять сотрудничество в атомной отрасли со странами глобального юга по линии БРИКС. Здесь мы уже очень активно работаем. Эксперты считают, что атомная энергетика станет одной из несущих конструкций будущего глобального энергетического баланса. К 2050 году мощность мировых АЭС вырастет почти вдвое. В России на горизонте 1,5 десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. А малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит. Так, планы есть, но реально на практике ничего в мире не происходит. Только у нас это делается. Атомная генерация появится у нас и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Отмечу, что ядерной энергетике отводится важная роль в снабжении потребителей, роль которых в перспективе должна кардинально возрасти. Имея в виду электротранспорт, конечно, тот же самый, о котором упоминал, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг. Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Очевидно, что направления, о которых только что сказал, являются мощным фактором развития. Они во многом определяют глобальную конкурентоспособность стран, эффективность национальных экономик, качество жизни людей. А значит, наши планы по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса должны учитывать все эти тенденции. Мы так и стараемся делать. В том числе предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров, объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми. То есть их далеко и дорого переводить, а значит эффективнее использовать на месте добычи. И прошу правительства представить предложение по организации такой модели. В том числе прошу проработать использование передовой чистой угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных и так далее. Такие объекты, расположенные непосредственно в наших угледобывающих регионах, это и современные рабочие места, и диверсификация местной экономики. Уважаемые друзья, теперь третья особенность современной энергетики, а точнее вызов, который стоит перед
участниками этого глобального рынка. Речь идет о технологическом суверенитете стран-производителей нефти, газа, других энергоресурсов. Я уверен, что вы тоже об этом наверняка говорили на ваших встречах. Мы видели, как те же самые элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭКа, поставленные в Россию. Официально заявили о том, что не будут выполнять свои обязательства. Но только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами. И их действия связаны напрямую с политической конъюнктурой. А иногда используется эта политическая конъюнктура для недобросовестной конкуренции. Ну и понятно, что коммерческие структуры были вынуждены так поступить, если уж сказать по-честному, я имею в виду западные коммерческие структуры. Они вынуждены были так поступить под давлением своих правящих политических элит. Но факт остается фактом. Западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям. Недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня. Но я думаю, что все и так прекрасно это понимают. А значит, нужно активно менять статус стран-производителей энергоресурсов от покупателей оборудования к статусу технологического лидерства, к статусу технологических лидеров. Формировать на национальном уровне полноценный энергетический суверенитет от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции. Вы знаете, что в российском ТЭКе уже развернуты процессы достижения технологического лидерства. По сути, это мощный двигатель всей отечественной промышленности и науки. Наши органы власти, энергетические компании, предприятия и научные институты совместно обсуждают эти вопросы, согласовывают конкретные шаги. И, кстати, здесь, на полях энергонедели, прошло, насколько я знаю, заседание Координационного совета по импортозамещению оборудования в нефтегазовом секторе. Вы знаете, на самом деле, что получилось? Я разговариваю с нашими компаниями, с некоторыми. Ну да, сначала, что греха таить, занимались так называемым обратным инжинирингом. Но потом довольно быстро пошли вперед. Вы понимаете? И вот они встречаются с некоторыми своими партнерами, которые в той же Европе работают. Ну и чего? Они вынуждены сокращать персонал. У них рынки. Главный рынок был наш в основном. Но один из основных. Не главный, но один из основных. Куда они сбывали свою продукцию высокотехнологичную. Их заставили отказаться. Их производство становится нерентабельным. Они сокращают свои рабочие коллективы. Технологии начинают терять. А наши специалисты наращивают и становятся технологическими лидерами. Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. И так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего бытия. Отечественные сервисы уже покрывают основной спрос на бурение в России. У нас растет производство добычного оборудования и промысловой химии. Внедряются собственные технологические решения в обслуживании месторождений и инфраструктуры. Если раньше многое из того, что сейчас перечислил, делали иностранные, как я только что сказал, организации, то теперь этим все больше занимаются именно наши специалисты, российские специалисты. Россия располагает огромным инженерным потенциалом, серьезными научно-практическими заделами в ТЭКе, которые, что называется, прошли испытания временем, доказали свою эффективность в суровых природных климатических условиях. У нас есть компетенции, опыт и наработки, чтобы развиваться даже в сложных сегментах энергетики, добывать трудноизвлекаемые запасы, что особенно актуально для нефтяной отрасли. И мы будем делать это не только самостоятельно, но и вместе с дружественными нами государствами, которые прекрасно понимают геополитические риски.
Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов. Причем результатами такого партнерства должны пользоваться все, кто участвует в этой работе. Ну, вы знаете, вот что касается оборудования, я говорил только что об этом и говорил об атомной энергетике. Но здесь вот Россия действительно абсолютный лидер. Но никакой зависимости ни от кого. Все, что делается в атомной сфере, все делается в России. Вот абсолютно все то же самое будет во всех видах энергетической отрасли. И в нефтегазовом оборудовании то же самое. Уважаемые коллеги, в деловых экспертных кругах все чаще звучит мнение, что мир входит в эпоху энергетического реализма. Безрассудные, я бы сказал, безответственные шаги некоторых западных элит привели к тому, что на первый план выходят не параметры энергоперехода или сравнения объемов выбросов от разных видов топлива. Определяющую, все более значимую роль играет сам доступ к топливу и энергии, наличие сетей и трубопроводов, установленная мощность энергосистем. В этих условиях особенно важно эффективно управлять добычей и запасами ресурсов, обеспечивать технологическое и экологическое развитие отрасли, чтобы снабжать внутренний рынок, достигать национальной цели развития, а также выполнять внешние договоренности. Мы всегда это делали, делаем и, безусловно, будем это делать. Это один из наших безусловных приоритетов. Понимая эти задачи и вызовы, Россия намерена укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера, развивать партнерские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений. И очень рассчитываю, что проведение Российской энергетической недели внесет свой большой вклад в эту нашу совместную, по сути дела, работу. Я желаю участникам и гостям форума успехов и всего самого хорошего. Уверен, что уже много полезных встреч, бесед, обсуждений состоялось. И если это так, то мы очень рады. И это значит, что цель, ради которой мы вас приглашаем к нам в Россию, она достигается. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.